Привет! С вами Каска. В этом видео вы узнаете, как можно повысить FPS в Naraka Bladepoint, а также избавиться от лагов и фризов. Как ты знаешь, настройки графики играют большую роль в оптимизации и повышении количества кадров. А здесь их огромное количество, и нам, конечно же, нужно будет с ними разобраться. Но перед этим я тебя спрошу. Ты знаешь, что такое калибр? Не то, что у тебя в штанах, а в разы больше. Калибр — это бесплатный онлайн-шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В калибре ты можешь играть как PvE миссии, так и против других игроков. Но самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс. Так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке в описании. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем на шестеренку, далее настройки, первая вкладка настройки графики, она в принципе самая важная. Масштаб отображения, по дефолту оставляем на 100. Если у тебя система слабенькая, ставим от 75 до 90. Режим отображения, обязательно полный экран. Разрешение, по соотношению к твоему монитору. Если ты играешь чисто на скилл, то тут нужно ставить обязательно это Full HD. Картинка, конечно, будет ухудшаться, но в замесах это будет играть огромную роль, потому что FPS не будет так сильно проседать, и у тебя будет больше возможностей одолеть своего противника. Если ПК у тебя супер слабый, но есть большое желание поиграть, можешь поставить разрешение 1280 на 720. Да, картинка будет супер мусорная, но тем не менее, поиграть как-то да и можно. Ограничение FPS. Если у тебя 60 Гц монитор, ставишь, допустим, где-то там 120 ограничения. Если у тебя мониторчик 144 Гц, как и у меня, тогда ставишь 288. Да, этот FPS ты у себя в игре не увидишь, но ставить без ограничений это глупо, потому что в менюшке у тебя будет 1000 с чем-то кадров. Нет смысла нагружать лишний раз твою видеокарту. Фильтр на FPS никак не влияет, можешь ставить на свое усмотрение. Мне больше понравилось это мерцающие воды. Вертикальная синхронизация. Для шутеров, а тем более уж для онлайн игр, выключаем. Алгоритм сглаживания. Кушает порядка 2 кадров. Это если выключить. Если поставить TAA либо SMAA, разницы по количеству кадров я лично не заметил. Размытие при движении. По желанию лучше всего отключать. NVIDIA DLSS. Если эта видеокарта поддерживает DLSS, можешь поставить на качество либо баланс. Будет порядка 20-30 кадров. При том, что картинка не сильно так и ухудшается. Улучшение изображения NVIDIA. Тут по желанию. На FPS я не заметил, что как-то влияло. NVIDIA Reflex. Кушает 2-3 кадра. Допустим, если Reflex забирает 2 кадра. Если Reflex плюс Boost, то 3. Поэтому очевидно, если ты будешь включать NVIDIA Reflex, то став сразу с бустом. NVIDIA Highlights. Отключаем. Ну и начинается самое интересное. Это графика. Точность моделей. Кушает около 5-10 кадров. Я оставляю на низкое. Тесселяция. Кушает не очень много FPS, около 2-3. Если у тебя большой запас по кадрам, можешь ставить на высокий. Я же оставляю на средний. Качество эффектов. Ставим низкий. Качество текстур. Все зависит от объема твоей видеопамяти. Если у тебя 4 гига и меньше, ставишь средний либо низкий. Если у тебя более 4 гиг, ставишь смело высокий. Качество теней. Тут очевидно 2 варианта, это самый низкий либо низкий. Для более-менее атмосферы я оставляю на низкий. Объемные лучи. Кушают много FPS, поэтому ставим низкий. Объемные облака. Кушают невероятно много FPS, поэтому лучше всего отключать. Фоновое затенение. Для слабых систем выключаем, для средних и выше ставим низкий. Упрощенная трассировка лучей. Если у тебя видеокарта RTX и ты хочешь сильно поиграть с трассировкой лучей, рекомендую ставить либо низкий, либо средний. Допустим, низкий кушает 10-15 кадров, средний 15-25. Я же обычно отключаю. Так как мы отключаем облака и ставим на низкие лучи, рекомендую сглаживание поставить на высокий, чтобы хоть как-то реанимировать, так сказать, нашу картинку. Постобработка тоже средний. И нажимаешь применить. Залетаешь в игру, если у тебя наблюдаются проблемы с FPS, тогда сглаживание можешь поставить на средний, а постобработку на низкий. Тесселяцию тоже ставишь на низкий и фоновое затенение выключаешь. Если наоборот у тебя более там 150 кадров, но есть желание повысить качество картинки с небольшим ущербом по FPS, постобработку ставишь на высокий, затенение на высокий, объемные лучи средний, качество теней средний, эффекты средний либо высокий, тесселяция высокий. Ну и точность модели тоже по желанию можешь поставить средний либо высокий. И у нас получается настроечки как-то так. Именно вот эти вот настроечки подходят уже больше для видеокарты.
видеокарт серии RTX. Не 2060, а допустим 2070 Super и выше. Если ты подписчик моего канала, тогда все эти настроечки с виндой можешь спокойно пропускать. Ничего нового здесь я не расскажу. Это больше подходит для новичков, которые, так сказать, мимолетно залетели. После того, как настроили графику в самой игре, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки: приложение MSI Util V3 и схема питания. Давай сначала откроем схему питания. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, тогда копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да, нажимаем Ctrl+V и Enter. Закрываем, нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Если игра у тебя в Steam, открываешь Steam, библиотека, ищешь Naraka Blade Point, представим, что CS это у нас Naraka. Нажимаем PKM, свойства, общие, убираем галочку с игровой кинотеатр, переходим на локальные файлы. Кстати, только Frequency 144 не вписывай. Переходим на локальные файлы, нажимаем обзор и нас перекинет в папку с игрой. Если у тебя игра в подписке от Xbox, нам нужно сделать то же самое. Зайти в папку с игрой, в моем случае это Xbox Games, далее Naraka, контент, и здесь у нас есть приложение Naraka Blade Point. Нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. Если вдруг у тебя начались проблемы с игрой, тогда убираешь все эти галочки, то есть оптимизация и параметры высокого DPI. Нажимаем PKM на пуск, диспетчер устройств, опускаемся немножко вниз, находим системные устройства. Здесь у нас есть высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и выбираем отключить это устройство. В очередной раз нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, если он у тебя, конечно же, есть. Если его нет, тогда пропускаешь этот пункт. Нажимаем настройки, создание клипов и обязательно убираем галочку с записывать в фоновом режиме. Далее закрыть и закрыть. Теперь мы сделаем быстренькую настроечку твоей видеокарты. Если у тебя видеокарта от Nvidia, нажимаешь PKM на рабочем столе, далее панель управления Nvidia, переходим на регулировка настройки изображения, мы ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность, то есть ползунок влево. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь нас интересует несколько настроек. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Затенение фонового освещения. Выключаем. Частота обновления твоего экрана. Высшая, доступная. Размер кэша шейдеров. По умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Здесь выбираем ультра, но будь внимателен. Около 2-3 кадров оно может кушать. Если FPS у тебя очень мало, тогда лучше отключить. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Далее опускаемся в самый низ и нас интересует это. Фильтрация текстур качества. Мы выбираем высокая производительность. Фильтрация текстур, анизотропная оптимизация и трилейная оптимизация мы обязательно включаем. Если у тебя видеокарта от AMD, открываем наш архив, настройка видеокарты, папка AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройками драйвера для твоей видеокарты. То есть какие функции включить и какие функции отключить. Возвращаемся назад к нашему архиву. Находим приложение MSI Util V3, нажимаем PKM, запуск от имени администратора, да, находим нашу видеокарту, MSI, ставим галочку, далее приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. И просто закрываем. Ну и мое самое любимое, этот вики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как сделать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь, либо гуглим. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Многим бустит от 7 до 15 кадров. Нажимаем PKM слияние, Game DVR 2, PKM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь 2 раза LKM, либо через Enter. То есть запускаешь как обычное приложение. Нажимаешь да и ОК. Отзывчивость системы PKM слияния, сетевой тротлинг PKM слияния и системный приоритет тоже PKM и слияние. Если вдруг ты забыл сделать бэкап, заходишь по ссылке в описании в мой Discord сервер. Здесь у нас есть комнатка оптимизация, нажимаешь закрепленные сообщения и вот у нас есть бэкап файлов реестра. То есть то же самое, нажимаешь PKM слияние и так далее. Да-да-да, это байт на мой Discord сервер. Теперь мы нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. Записи. Все, что здесь у вас будет, мы все это отключаем. Переходим на Xbox Game Bar и тоже
тоже его обязательно отключаем, если ты им, конечно же, не пользуешься. Далее, главное, конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь нам нужно подключать это Xbox и Xbox Game Bar. Ну и по желанию можешь отключить все остальные фоновые приложения, которые в принципе тебе не нужны. Либо те, которые ты не используешь. Или используешь, но редко. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!